Ребята, всем привет! С вами снова я, Мэри Мэджик, и я вас поздравляю с наступающим Новым годом! Сегодня я решила снять мастер-класс, в котором я покажу, как можно нарисовать яблоко. Будет пытка, потому что оно очень аппетитно выглядит, его хочется съесть. Но я потерплю пару часиков, потому что хочу вам показать, как нарисовать это яблоко. Итак, прежде чем начнем рисовать, хочу пояснить несколько моментов. Построение яблока я буду делать пастельным карандашом Faber-Castell. Цвет сепия. Я выбрала лист тонированной бумаги для пастели формата А4 зеленого оттенка. Первый шаг – выполните набросок. Для начала изучите компоновку и посмотрите, откуда падает свет, где будет самое светлое место, а где самое темное. Компонуем наше яблоко на глаз, которое имеет почти круглую форму. Для удобства я провожу ось симметрии. Ось симметрии – это воображаемая линия, которой обладают все симметричные предметы. Такие предметы можно повернуть вокруг своей оси. Яркий пример – планета Земля, которая вертится вокруг своей оси. У нашего яблока ось симметрии проходит между хвостиком и там, где был цветочек. Вот я его нарисовала. Продолжаю уточнять форму яблока. Мое яблочко немножко кривое, оно не идеально круглое. Поэтому я смотрю на яблоко и стараюсь в точности повторить его форму. И углубление намечаю. Я нарисовала эллипс, чтобы показать, что яблоко круглое и что я на него смотрю немножко сверху вниз. Теперь наметила падающую тень и стираю лишние линии. Поставила блик. Намечаем светотеневые части. Блик, световую часть, тень собственную, падающую тень и щелевую тень. И рефлексы. Рефлексы – это цветной свет и отражение окружающих предметов. В моем случае от рыжего стола. В дальнейшем на данном яблоке будет хорошо виден рефлекс, который дает стол. Все предметы вокруг нас в разной степени поглощают и отражают свет. Чтобы нарисовать яблоко, будет достаточно 6 цветов. Желтый, светло-красный, темно-красный, темно-фиолетовый, черный для тени и белый. Но я вижу намного больше оттенков, поэтому пробуйте и другие цвета. Чем больше оттенков добавишь, тем получишь более красивый и живой рисунок. Тут главное не переборщить, иначе можете испортить работу. Я буду использовать черный, карминный, темно-красный, светло-красный, оранжевый, желтый, охру, белый. Второй шаг – заполняю очертания фрукта базовым тоном. Желтой пастелью нанесите основной тон на изображение фрукта. Я использую желто-лимонный цвет. Этот процесс напоминает создание подмалевка в масляной живописи. Теперь можно смело накладывать другие цвета. Я продолжаю работать темно-красным цветом, вылепливая форму. Обратите внимание, что при смешивании желтого, лимонного и темно-красного получается рыжий оттенок. Не забываю постоянно растушевывать пальцами. С помощью растушевки я создаю объем. Работаю над объемом и тенью. Хороший результат можно получить путем накладывания одного слоя пастели на другой.
Сначала я накладываю светло-базовые тона, затем последовательно наношу более насыщенные цвета. Это помогает мне хорошо передать объем. Самое светлое место будет блик. Я его поставлю белым цветом, а самое темное – щелевая тень, или в нашем случае место соприкасания яблока со столом, которое можно подчеркнуть черным цветом. Щелевая тень я сделаю черным цветом, а падающую тень я сделаю с помощью смешивания фиолетовой. Можно немножко добавить черного цвета и немножко красного. Кончиком фиолетовой пастели прорабатывайте бока яблока и край углубления для черешка. Углубляю тона. Смягчаем. Это пастель. Работаем сухой мягкой пастелью. Убираю просвет между яблоком и падающей тенью. Где нужно затемнить, затемняю карандашом. Теперь более кропотливая работа, поэтому я работаю карандашом пастельным, коричневого цвета, темно-коричневого цвета. Немножко добавила черного на темный участок, нарисовала веточку. Цвет также падает на ямочку, поэтому я охрой чуть-чуть показываю, что там тоже есть свет. Снизу вот черный. Прорисовываю тень, самая темная тень, напоминаю, что там, где соприкасается яблочко со столом. Ставлю блик, самый яркий блик. Ставлю поэтому самой светлой пастелью, белой. Взяла фиолетовую пастель. При смешивании фиолетовой с красным получается темно-коричневый оттенок. В принципе, как раз при наложении фиолетового цвета я сделала почти полностью тень путем смешивания красного и фиолетового. В итоге получился коричневый. И смотрится это очень красиво. О, взяла зелененький, чуть-чуть добавила. Вот видите, я там увидела зеленый. Чуть-чуть высветлила ямочку. И также можно добавить серо-голубой для бликов. О, взяла голубенький. Ага. Ставлю рефлексы. На самом деле яблоко имеет не один блик, просто блик, который я поставила белым цветом, он самый яркий. И
охры я делаю рефлекс от стола. Коричневым карандашом подмалевываю тень. Третий шаг. Белой пастелью слегка высветлите фон вокруг яблока. Работайте горизонтальными и вертикальными штрихами. Оставьте свободную область падающей тени. Тень растушуйте пальцем по краю для плавного перехода к белому фону. Растушеванная тень дает ощущение рассеивания при естественном освещении. Белый неровный фон, наложенный поверх тонированной зеленой бумаги, зрительно выталкивает форму яркого, сочного и аппетитного яблока. Я надеюсь, что урок был полезен, поэтому подписывайтесь на мой канал. Вот финальный результат.